Здравствуйте, мои дорогие зрители, здравствуйте, мои дорогие подписчики. Приветствую вас на своем канале. Кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик и не будете пропускать следующие мои видео. Моих регулярных зрителей, моих дорогих подписчиков приветствую, очень вам рада. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за комментарии, которые пишете под видео, за то, что пишете, как проигрываются расклады, либо не проигрываются, да, у вас, за слова благодарности, чтобы уравновесить нашу с вами энергию общих раскладов. Сегодня тема нашего расклада будет такая. Ситуация между вами, его глазами. Давайте посмотрим ситуацию между вами, глазами мужчины. Как он видит себе, как он вот это вот все представляет себе, что он думает, да. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Расклад, как всегда, будет общий, конкретно вашу ситуацию я не знаю, карты я читаю в общем, но общие расклады у меня работают так, что каждый, кто смотрит, услышит в момент просмотра именно то, что должен услышать в конкретно данную минуту. То есть, когда бы вы не открыли, не посмотрели это видео, ну вот именно эта информация будет вами нужна, да, нужно будет ее услышать. Пожалуйста, верите, не верите, посмотрите. И обязательно напишите, проигрывается, не проигрывается, ну как, совсем не проигрывается, что-то проигрывается. Да, это очень важно в моей работе. Также настоятельно рекомендую это и все другие видео на моем канале смотреть от начала до конца, потому что информация идет на протяжении всего расклада, пока карты не будут собраны. Итак, ситуация между вами, его глазами, глазами мужчины. Ну, давайте сразу посмотрим мужчину. У кого-то здесь были какие-то серьезные конфликты, может быть, у кого-то было расставание, уход, переживания мужчины, либо он, вы знаете, сейчас злится, негодует, горит весь, да, сопротивляется чему-то, что происходит между вами, каким-то, может быть, изменением, да, каким-то обстоятельством, не может принять это. Старший аркан мир, старший аркан хочет помириться, кто здесь, да, в ссоре, хочет сократить расстояние, если вы на расстоянии, хочет как-то урегулировать ситуацию, быть вместе, да, чтобы отношения улучшились в лучшую сторону, вот из таких вот, да, непонятных, острых, злых каких-то, да, кипящих, бурлящих, из его состояния. Шестерка кубков, он постоянно вспоминает любовь, отношения с вами, отношения к вам, чувства, то, что было, чувства, воспоминания, да, мечты, вот это его переполняют. Он вас не забыл. Да, не забыл. Но вот башня, я не знаю, кто может, пожалуйста, напишите, что там у вас произошло, почему мужчина в такой ситуации. То есть это, может быть, и не касается разрыва, это какие-то сложности у него, внутренний мир кипит, бурлит, страх, может быть, даже тут не страх, тут именно, понимаете, негодование, когда ты сопротивляешься, борешься, как с воздушными замками, да, с ветряными мельницами, а сделать ничего не можешь. Ну, посмотрите на название карт, да, рушащаяся башня, дальше идет то, чего он вот хочет, мира. Шестерка кубков вспоминает былые отношения, либо какие-то прошлые эмоции, да, любовь, воспоминания, да, как было раньше. Вот так. Так, ну давайте, знаете, что смотреть? Как он видит вас сейчас? Вот вы его глазами. Вы его глазами. Паш колес, понимаете, вы та женщина, вы же серьезная в его глазах. Да, та, которая постоянно, может быть, развивается как-то. Да, женщина такая
образованная, серьезная, успешная, да, которая ну, берет инициативу в свои руки, которой важна материальная сторона, но не потому, что вы цените только деньги, а потому что вы понимаете, да, серьезность этого, не то, что там направо-налево истратила, да, и дальше пошла, а то, что есть какая-то ответственность, есть какие-то вещи, да, какие-то обязательства, которые нужно выполнять, да, там, я не знаю, быт организовывать, вкладываться во что-то. Ну, серьезная такая вот, серьезная женщина, кто-то здесь земной стихии может проигрываться по основному знаку, по асценденту, вот видите, да, серьезная женщина, работает, которая стремится, преданная женщина, стабильная женщина, да, вот. Также здесь, может быть, он понимает, что вы ждете от него инициативы или выхода на связь, чтобы он написал. Это он тоже понимает, ну, как бы, вот такой вас он видит. Но в его глазах вы вот понимаете, такая серьезная, не ветреная какая-то там, сегодня одно, завтра другое. Все здесь хорошо, вы в его глазах заметьте, одни, да, пентакли у нас. И семерка кубков. Ну, женщина, которая при этом чувственная, наполнена чувствами, мечтами, которая стремится к исполнению своих планов, мечтаний, да, которая думает, какие-то планы строит с ним, которая любит его, да, здесь чаши, чувства, мечтания, да, семерка кубков. Вот такой он вас видит. Так, давайте, знаете, что посмотрим? Как он думает, вот, при этом, кстати, здесь вот по семерке чаш, может быть, вы ему не доверяете еще, да, либо уже не верите, либо как-то вот, да, потерял он в ваших глазах доверие, такое тоже может быть. Вот, давайте посмотрим, как вот он думает, что вы его видите, вот как он думает, вот кто он для вас, каким вы его видите, вот он что себе представляет сейчас именно. Ага. Бездействующий скряга, да, чахнущий над своим златом. Уж извините за шутку, но вот так, да. То есть без особых каких-то проявлений ярких инициатив, стабильный, да, финансово стабильный, ну, не миллионер, там у кого-то, может, и миллионеры, прекрасно, да, но такой мужчина, который сейчас занимается накоплением, с одной стороны, да, который, с другой стороны, активность, какую-то инициативу не проявляет, все стабильно, все хорошо, да, но ну, никаких вот тут вот действий нету. Влюбленные. Ой, отношения у многих здесь кармические, отношения по судьбе. У кого-то здесь любовный треугольник, только тех касается, кто об этом знает, так как карты я читаю в общем и пытаюсь раскрыть все возможные варианты и ситуации, что мне показывают, да, понимает, что вы любите его, что отношения эти не случайные, да, ну вот, что они судьбоносные отношения, думает, что вы его вот так вот видите, да, как кармического, может быть, партнера, если в этом он понимает, как мужчину по судьбе, может быть, этого вы обсуждали когда-то, говорили ему, но понимает, что вы любите здесь, кто в любовном треугольнике, да, что, ну, вот так случилось, опять же, вы любите его, даже несмотря на третью сторону с вашей стороны, с его стороны, да, или там четвертые стороны, это как бы уже все, да, у каждого своя ситуация, вот, но думает, что вот вы его видите, скряга, при этом ну, влюблены в него, да, вот, и двойка мечей, тут
Человек, который не может принять решение, человек, который устраивает постоянные острые ситуации, качели, какие-то выяснения отношений, может быть, перетягивание одеяла на себя, да, сегодня хочу, завтра не хочу, сегодня буду, завтра не буду, сегодня разблокирую, завтра заблокирую, приеду, уеду и так далее. То есть человек, который любит вот такие острые моменты. Это он все понимает. Может быть, вы ему об этом говорили, да? Человек, который остренький такой на язык, может быть, да, обидеть может. Вот он это думает, вы это все видите, да? При этом стабильный финансово, вот, по судьбе, но при этом тот, который причиняет боль. Может быть, здесь такое, вот. Интересно, да? Значит, посмотрели вас, он как думает, вы его видите. Давайте посмотрим. Вот он что думает, какие чувства есть у вас, что он вот по поводу чувств к нему думает насчет вас, ваших чувств к нему. Тройка жезлов, что у вас страсть, что вы хотите быть с ним, что вы хотите дальше развивать отношения, дальше двигаться вперед вместе. Это он видит, да, в вас. Что еще? Что вы хотите мужчину, который будет вас любить. Ну, кстати, любит здесь вас тоже. Вот, чувство-то есть. Здесь мужчина, возможно, водной стихии по основному знаку или по асценденту. Да, вот такой чувственный, думающий о своих эмоциях. Да, эгоистичные немного мужчины такие. Вот. Но ваши чувства, что вы его любите. И королева мечей. При этом вы... Да, любите, да, хотите быть, но терпеть боль вы либо уже не можете, да, либо в принципе не можете. Здесь вы королева мечей, возможно, воздушная стихия, женщина по основному знаку, по асценденту. Но это не обязательно. Та, которая постоит за себя. Та, которая не позволит издеваться, делать больно. Та, которая уже устала от этого, от боли и так далее. Ревнивая женщина будет, которая не отпустит просто так. Здесь тоже такое может быть, да, которая своего мужчину будет отстаивать свою любовь, свои чувства, свои стремления, то, что она хочет. Очень хорошую. Видите, какой он вас видит? И чувственный, и страстный, и стремящийся, и готовый отвоевывать то, что хотите, себя защищать. Так, ну давайте смотреть, как он видит ситуацию между вами. Самый наш основной вопрос. Какая же ситуация между вами и его глазами? Давайте смотреть. Ой, ну смотрите, чувства у вас есть между вами, ситуация. Паж кубков здесь, да, что здесь чувства, все замешано на чувствах, что рассчитывает, может быть, кто-то на скорую встречу, или вы ждете встречи. Но вообще мужчина был или есть счастлив с вами. Чувства есть, эмоции есть. Восьмерка жезлов. Вы знаете, здесь он видит, отношения развиваются, что от вас здесь мало что зависит, управляют сверху вашими отношениями, то есть они действительно даны свыше. Да, отношения, хотите вы, не хотите вы, отношения развиваются, продолжаются. Все идет так, как должно быть. Страсть бушует у вас однозначно, да, но пока что отношения ваши не закончены, карма не отработана, да, он здесь проигрывается также земной стихии, должен бы брать ответственность, помогать, может быть, как-то финансово, работать, стремиться, да, стабилизироваться, стабильность, преданность проявлять, да, то, что вот в вас он видит есть, в нем этого, может быть, еще не хватает, вот, но
Отношения между вами, вот так он видит, любовные, страстные, развивающиеся, где, вы понимаете, невозможно ну, как бы еще их закончить, они не закончены, нужно брать ответственность в отношения, нужно вкладываться, нужны на это ресурсы материальные, может быть, мужчина из-за этого переживает, не дотягивает материально. Вот, давайте смотреть еще, как он видит ситуацию между вами. Солнце. Вы понимаете, вы то тепло. Ваши отношения, они самые яркие отношения, может быть, в его жизни. То есть до этого таких отношений не было ни у вас, ни у него. Возможно, такое. Да, но у него точно, его глазами, да. То есть вы сейчас самая яркая, о чем он думает. Вы та, которая дает тепло, вы та, к которой он стремится, да, вы та, которая дает энергию, вы, ну, то, чем, что вот в чьих лучах он хочет греться, да, хочет быть с вами. То есть отношения его глазами яркие очень у вас, судьбоносные. Четверка кубков. Вы знаете, может быть, да, вы устали там от неясности, от выяснений, я не знаю, от того, что, может быть, сейчас вы не вместе, но чувство-то есть. Отношения между вами, несмотря на все сложности, чувство есть и у вас, и у него. И он любит, и вы любите здесь. Да, но вот выбор сделать, какой-то выбор стоит. Я не знаю, чего касается этот выбор, эти качели, да, постоянные. У каждого своя ситуация. Кто напишет в комментариях, что там у вас за ситуация, большое спасибо вам. Да, мне очень интересно понять, да, что и как тут показано. Вот, но ситуация вот такая вот, да, что кто-то не может принять решение, кто-то не может сделать выбор, да, постоянно, вот это вот, да, ну, мы вот балансировка, понимаете, вот это балансирование идет бесконечное, и то горячо, то холодно, да, то страстно, то не страстно. Вот, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вот ваша ситуация конкретно, да, у кого что, поэтому вот ситуация его глазами. А давайте, знаете, что посмотрим? А вообще свою роль он как вообще видит вот в ваших отношениях, в этой ситуации? Как, ну вот каким он видит себя? Как вот он себя видит? Десятка кубков. Вот посмотрите, как он себя видит. Я не знаю, нужно вам описывать эту карту. Посмотрите внимательно на картинку. Сейчас я посмотрю. Не отсвечивает вам. Тут очень красивый художник нарисовал. Я вообще очень люблю эту колоду. Она такая красивая, какая-то, да, сказочная, что ли. Я даже не знаю. Но очень мне она нравится, как нарисована. Такие образы красивые. Вот. Он видит себя, вот видите, кем? Вашей парой, вашим партнером, отцом ваших детей будущих, настоящим, вас семьей, что нужно, тут чувства переполняют. Он всего этого хочет с вами. И вас видит такой рядом с ним. Дьявол. При этом привязка у вас, вы знаете, очень сильная. Сексуальная, кармические отношения у многих здесь могут быть. Здесь действительно карма. То есть он видит себя рядом с вами, понимает, что здесь судьбоносные отношения, что ничего с ними сделать нельзя, но здесь также могут быть у него и другие искушения, да, которые могут мешать. То есть какие-то, ну, привычки, да, пагубные привязки, может быть, увлечение какими-то алкогольными там напитками, да, или что-то такое, игромания у кого-то, могут быть и финансовые махинации, у каждого свое, да, запрещенные всякие средства, может быть, кто-то использует. Ну, в это я вдаваться в конкретику не буду, да, тут такое, но что он видит вот свою роль в ваших, он любит, понимает, что с вами вот этого он хочет, это все возможно, но при этом он понимает, что из-за привычки, из-за вот этих своих внутренних каких-то там, да, оморочек, он очень сильно может портить ваши отношения. То есть виноват во всех конфликтах, качелях, скандалах он. Он это понимает.
Он не может принять решение, принять, да, и вот его роль в ваших отношениях бездействует, выжидает, думает, не развивает. Вот его роль. Понимаете? Думает что-то, обдумывает, нервы треплет. Любовь есть. Он любит, отказываться от вас он не хочет, не может, не будет. Не время еще, в любом случае, да. Вот, поэтому вот его роль. Ну, а давайте посмотрим вашу роль, как он вас, вот то, что он вас видит, это хорошо, а то вашу роль, ну, что он хочет от вас, вот чтобы какой вы, как вы, что вы делали, да, давайте посмотрим, как вы себя проявляли. Он-то вот как, да, себя видит. Вы... ну вот смотрите, чтобы вы не вспоминали былое, может быть, былые обиды, чтобы вы отпустили прошлое, да, шагнули, не думая в новое будущее, отпустили все. То есть не думали, вот там вот вы по пентаклям проходили, как серьезная приземленная женщина, да, планирующая, думающая, принимающая решения, разумная. Здесь он вас хочет, чтобы вы вообще все отпустили, чтобы голову снесло, да, и понеслись. В страсть, в отношения, вот, да, в его оморочки, в его мечты, да, вот, чего он хочет. С нового листа все начали, может быть, да, не вспоминая былое и так далее. Вот. Чего он хочет. Ну-ка еще чего? Туз мечей. Чтобы вы, может быть, со своей стороны приняли какое-то решение, разорвали что-то, что мешает, то, что сковывает вас, то, что вас ограничивает, не дает вам вот это все отпустить, да, вот так вот лететь к Луне, спрыгать с обрыва, да, быть всегда довольной, счастливой, все, что ты не скажешь, любимой, все прекрасно, да, и она все готова, прости за все, готова на все, да, вот этого он хочет, да, хочет, чтобы вы вот не вспоминали, все разрубили, приняли решение, да, оставили то, что мешает, кто мешает, кто сдержит, не слушали других, да, и вот чтобы вот этот период страданий, скучаний перестал, либо, может быть, наоборот, чтобы вы сильнее еще скучали по нем, вообще ни о чем не думали, да, только вот с ним хорошо, а без него все плохо. Такое тоже здесь может быть, вот. Вот, что он хочет. Но здесь, кстати, у многих, может быть, мужчина такой, знаете, который хочет, чтобы им управляли при этом и направляли, да, то есть чтобы вы там, ну, пожестче себя вели, может быть, ему это тоже нужно. У кого, кстати, такой мужчина, напишите, ну, вы вот точно знаете, что ему нужно, да, там, любит он у вас драму, хочет, чтобы вы там устраивали ему, закатывали скандалы, истерики, может быть, вот есть же такие мужчины, которым это нравится, которых это заводит, которые как-то, да, двигает отношения, они не могут жить спокойно, им вот развлекаться нужно там, да, с вот этим вот всем, с остротой момента. Вот, да. Ну, давайте смотреть, знаете что, а как он вообще, что, вот его ситуация, да, ваша ситуация его глазами, а что он вообще думает в этой ситуации во всей делать? Вот что дальше будет он делать, он? Паш мечей, ревновать, следить, писать, добиваться. Так, что-то у меня свечка. Видите вы ее? Да. Добиваться, писать, отношения у кого на расстоянии по переписке. Переписка будет продолжаться, он вас не оставит, будет писать, написывать, обзванивать, следить, контролировать, проявлять эмоции, ревность. Он видит, что отношения будут развиваться, да, они будут вот такие вот на ревности, да, на вот этом вот неуверенности, на выяснении, на расстоянии, у кого здесь на расстоянии, но отношения он будет развивать, он их не готов прерывать, я вам сразу сказала, да. Ну и вы понимаете, надежду он не потерял, если вы, например, да,
ну, поссорились, расстались, в разлуке, на расстоянии. Он все-таки надеется, что отношения будут развиваться, что ссору вашу удастся преодолеть. Здесь я дотяну еще карту. Да, что вот эта вот ссора будет преодолена. Вот все, что там боль какая-то была, да, обида. Может быть, просто сложная ситуация сейчас, вот именно внешняя, она также влияет, да, и что это все закончится, и отношения ваши смогут развиваться, и как-то все урегулируется. Ну-ка еще. Ну, он будет работать над этим, будет пытаться вот это вот какая-то нестабильность, неуверенность в ваших отношениях, неблагополучие, может быть, материальное, может быть, просто, да, вот, ну, такой сложной ситуацию будет пытаться преодолеть мужчина. Его это не устраивает. Страдать он не хочет, и вам боль больше он будет пытаться не причинять, но ревность стремиться будет развивать, да, что-то как-то защищать, ну вот, проявлять себя должен. Ну, будет проявлять себя. Почему? Потому что вы здесь королева кубков. Вы та женщина, которую он любит, которой он питает чувства, которая любит его, вы его любите, которая дарит ему чувства, тепло, эмоции. Вот будет он стремиться к этим чувствам, к эмоциям, к этому ощущению, чтобы ссора, если она была или есть, да, или какое-то расставание, разлука, чтобы все это завершилось и были только эмоции. К этому он будет двигаться, стремиться, за это он будет бороться, ждите. Должны быть действия, ну, говорят так карты. Вот, да, страсть, бороться, может быть, за вас будет, за достижение этого. Вот. Ну-ка, давайте посмотрим. А вот что он думает необходимо для того, чтобы вот достичь вот той прекрасной нашей карты, где вот она у нас была. Вот она. Что он думает, что нужно, чтобы достичь вот этого. Давайте посмотрим. Что есть, с чьей стороны? Давайте вот это и посмотрим. Колесо фортуны. Он рассчитывает на помощь сверху, на разрешение какой-то сложной ситуации, что оно, да, сам период вот сложный закончится, наступит какое-то улучшение, ситуация сама как-то разрешится, все как-то само изменится, встанет на круги своя, да, урегулируется, не знаю, разрешится, но, может быть, кто-то к кому-то приедет, да, либо тому вернется. Вот, десятка колес. Что вы посмотрите, что вы будете вместе, что требуется. Ну, взять ответственность, финансы нужны, вас нужно обеспечить. Это он понимает, что требуется, да, от кого? От вас двоих он думает, что нужно вкладываться. Но посмотрите, да, что возможно, что совместный союз счастливый, прекрасный. Король жезлов, он понимает, что он должен действовать. Он должен действовать, он должен двигаться, принимать решения, да, и страстно, и уверенно, и действовать, и энергично, и приехать, прилететь или там вернуться, да. То есть вот это вот он все понимает, и все это необходимо, это все прекрасно, да. Все тут ясно, от кого и что требуется. Ну и давайте, знаете, что бы нам еще спросить его глазами. Давайте все-таки я дотяну мою любимую карту совета вам. Ситуацию его глазами мы посмотрели. Не хочется расклад делать очень длинным. Длинные расклады вы не любите, не смотрите очень долго. Вот, давайте я дотяну карту совета вам. Вот давайте, пусть высшие силы дадут вам совет, что вам делать в данной ситуации. Шестерка мечей. Смотрите, кто думает о какой-то поездке, отъезде, изменении места жительства, да, передвижении, о том, чтобы оставить прошлое позади, двинуться вперед, даже в неизвестность. Да, вам придется делать этот шаг.
если вы хотите достичь вот этого вот, да, благополучия, вы должны быть уверены в себе, в собственных силах. Все в ваших руках. По карте Маг, старший аркан, вы гораздо сильнее, чем вы можете себе представить, чем вы думаете. Все силы будут вам помогать, если вы примете решение оставить позади прошлое и двинуться вперед в будущее с этим мужчиной, да, либо двинуться вперед к новым берегам, в новом направлении, но к достижению вот этого, вот счастья, вот такого вот любви с этим мужчиной, на которого вы смотрите, потому что, ну, здесь высшие силы вам будут помогать, да, может быть, будет нелегко, да, будет нелегко, вы должны быть к этому готовы, да, что, ну, будет непросто, будет больно, да, может быть, от чего-то придется отказаться, ну, давайте посмотрим, а что дальше. Ну, дальше вы посмотрите, все урегулируется. Все урегулируется, ситуация внутренняя, внешняя должна разрешиться, урегулируется, будет радость, будет покой, спокойствие, вы сможете расслабиться, да, будет веселье, победа, исполнение желаний, выздоровление. У кого-то здесь и свадьба, да, будет, и торжество какое-то, но будет положительная, яркая, солнечная вот такая эмоция, светлая, да, чувственная. Но вы должны верить в себя, в собственные силы, в свои решения, насколько они важны, что нужно смотреть на то, что хотите вы, и тогда, что вы очень сильная, всего сможете добиться. Верьте в себя, думайте о своих чувствах, да, о том, что вы хотите. Просто не будет, но итог будет счастливым. Об этом говорят высшие силы. Ну, вот такой вот непростой, хочу вам сказать, расклад у нас получился. Информации много. Надеюсь, донесла до вас все, что какие вот каналы открылись, да, какая информация пришла. Надеюсь, что вы ее услышали, поняли. Проанализируйте, пожалуйста, что касается конкретно вас, вашей ситуации, вашего мужчины, вас. Ну, как-то внимательно к этому отнеситесь. Я прощаюсь с вами до следующих видео. Желаю вам огромного счастья и большой любви. Всего вам доброго. До свидания.